Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Пламен Пасков прямо сейчас на связи. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую, солнечную, растущую, постсанкционно увеличивающуюся аудиторию в этом достаточно непростом, политически жарком, как это у нас, 22 апреля 2025 года. Ну да, как говорится, в день рождения Ленина, да, поговорим об Украине, как там Путин выражался, да, которую придумал Ленин. Но не столько об этом, а о том, что нас ждет и какими интересностями обрастают подробности встречи в Лондоне. Вообще какая-то такая интересная встреча, и американцы четко намерены после Лондона уходить. Об этом пишет вся пресса, мировая, и российская, даже Кирилл Дмитриев реагирует на это, как передают разные паблики. Реагируют каким образом? Что в Лондоне вообще могут написать с чистого листа мирный план, который Россию не устроит, и, собственно, умыть руки американцы и уйти. Да? А вот этот вот план превратится в тыкву, и все будет продолжено, только уже без участия американцев. Что вы думаете по поводу этого сценария? Действительно ли нечто абсолютно новое нас может ждать после завтрашних консультаций в Лондоне? Вы такое классное слово по поводу превращается в тыкву. Именно то я и думал, что получится. Потому что то, что вы предлагаете сейчас обсудить, является прямым хронологическим следствием, то бишь на день позже, после того, как вчера, должен был быть, конечно, выходным днем, но не для всех, совершенно очевидно. Так вот, вчера Америка сказала, мы уже выходим и прекращаем любую военную помощь Украине. Так, для меня один такой важный, интересный вопрос. Вот это прекращение, вот этой военной помощи для Украины, это прекращение военной помощи с точки зрения и разведданных, или это прекращение только военной помощи, военно-ресурсной и любые другие такие военные помощи? Это очень важный вопрос, потому что даже если остальная военная помощь продолжится, она, наверное, пару-тройку недель, даже 1,5 месяца не имеет большого значения, прекратят ли они военную помощь как таковую или нет, потому что есть определенные запасы, есть определенные возможности кое-что кое-как компенсировать, либо наверстывать с помощью Лондона и всех остальных. А вот разведданных, понимаете ли, так называемый обмен разведданных, никакой он не обмен, это односторонняя такая подача, компенсировать некому, ни Франции, ни Великой Британии не получится. Хотя, наверное, Британия попробует, я в этом абсолютно уверен, воспользоваться, скажем так, своим правом участника быть частью Five Eyes. Five Eyes – это объединенная общая разведка между 5 странами: Канада, Великобритания, Америка, Новая Зеландия и Австралия. Так что вот эти 5 стран, они должны обмениваться по поводу абсолютно всех разведданных, в том числе и вот этих сателлитных. Однако я почему-то припоминаю, что как минимум по поводу одного важного, значимого военного эпизода, который начался 6 августа 2024 года, а именно атаку на Курскую область, американская сторона не была поставлена в известности британской стороной, которая планировала и осуществляла, скажем так, руками украинских военнослужащих вот эту атаку, вот эту инвазию, вот эту захват, скажем так, другой территории, другого государства. И с того момента, пока Украина имела некоторые основания говорить, мы жертва, потому что на нас напали, после того, как они это сделали, мягко говоря, вот эта картина маслом приобрела уже другие очертания, другие краски и другие нюансы. Вот нюансы – это такое ключевое политическое слово уже. Поэтому то, о чем вы говорите, они там собрались, и теперь что делать? Без американской помощи что? А без американской помощи с британской, с французской и с этой коалицией желающих, которые удивительно из 27 всего 6 стран являются такими же фигурантами. А почему 6? Еще раз возвращаемся к тому. Это те же обездоленные дольщики, которым Зеленский давал в руки вот эти документы, обещания, намерения, меморандумы.
у которых Дональд Фредерикович Трамп сказал, либо вот эти минералы наши, а потом мне решать, как их компенсировать, как с ними общаться и как вообще это с ними решать, либо мы прекращаем все и воюйте сами, посмотрим на вас, что вы там навоюете, что у вас получится. Пока у вас просто 4 области. Потом, небось, через пару кварталов будут 6, причем отвоеванные, а потом, если сильно будете упорствовать, будет еще парочку. Вы этого хотите? Ну, по 4, конечно, больно неприятно и нехорошо. Но с другой точки зрения, понимаете, там такой политический, исторический каламбур, что кто у кого сепар, кто у кого отнял. Те 3 человека, которые уничтожили Советский Союз, не имея на то юридическое внутреннее право, и международное на то, опять же, юридическое право, и против чего даже возмущался Джордж Буш-старший, он человек вообще не мог понять, как это может быть. Они уже совсем, что ли? Британия радовалась. А вот Америка не радовалась, потому что понимали, что кто-то должен уже нести ответственность и за политическую стабильность и нестабильность, и за ядерное наследие. Черт возьми, что с ним делать? Это сколько тысяч ядерных боеголовок? Кто как этим будет распоряжаться? Кто это будет? Ужас какой-то. Я его понимаю. Они хотели победить Советский Союз только на свои правила, свой выбор времени и всего остального. А когда эти 3 раздербанили, без никаких на то юридических прав. И теперь сейчас что? Война. Война кого? Брат против брата. Отец против сына, сын против двоюродного брата и так далее и тому подобное. А уже и девушки воюют. Мать, сестра и дочка и так далее и тому подобное. Они тоже погибают, не просто воюют, они погибают. И что? Поэтому сейчас что будет? Я думаю, что ответ уже на ваш вопрос, это, конечно, мы просто такие эмоциональные размышления. Я равнодушно к этому относиться не могу ни с той, ни с другой стороны, потому что для меня это одна сторона. Левая с правой рука дерутся, причем не на жизнь, а на смерть. Это вообще-то кошмар кошмарнейший. Более свирепая, более уничтожительная, более ненавистная, чем гражданская, то бишь братоубийственной войны, мир не знает. Немцы Второй мировой войны такие жестокости не творили, как творили землянка ОУН-УПА. Как сжигали хатыни, как все остальное делали. И как те же самые перекочевали из западных краев Украины и захватили город-герой Киев. И, соответственно, сейчас повестку, понимаете ли, накладывают с помощью Великой Британии. С помощью Великой Британии. Не только, но с помощью Великой Британии. Поэтому, как оно сейчас будет? Если Америка действительно отрубит, на некоторое время сервисные действия, скажем так, Starlink нуждается в замене материнских плат, в замене памяти, в замене обновления программного обеспечения, все. А помимо Starlink может понадобиться так, что и все остальные другие там сервисы, которые там, Maxtor и прочие, которые тоже, уж извините, тоже сервисные работы, технические работы, ничего с этим не поделать. Особенно этих спутников, которые там должны этим заниматься, у них плановая замена, у них плановое обслуживание, на момент планового обслуживания технические работы проводятся, и сайт, понимаете ли, как называется, в ремонте, и вы там подождите. И пока они ждут, будет прогрессация, будет происходить вот это. Знаете, если не будет атака против Ирана во второй половине мая, я думаю, что будет большая и достаточно успешная атака в середине второй половины мая не против Ирана, а России против... как вы связываете, подождите, силы, которые там, сейчас будут противостоять в Иране с украинской линии фронта? Очень интересно. Что думаете? Я их связывал тем, что в ответе из-за Ирана, из-за украинско-русской повестки, из-за китайской повестки это овальный кабинет. Овальный кабинет должен разбираться со всеми этими 3 вопросами для того, чтобы освободить руки, возможности и ресурсы на решение других больших, важных для него вопросов, потому что не может же заниматься 5-6 вопросами одновременно. А для того, чтобы решить вопрос с Россией, с Украиной, наверное, ему уже объяснили, что российское наступление, которое сейчас готовится, копится, накатывается, пружина сжимается и так далее, они ждут, что подсохло, распутится. Распутится, подсохнет, пока дожди там прекратятся. А дожди обычно прекращаются в начале-середине мая. Не то, что сейчас более-менее кое-где никак невозможно. Можно, если будут дожди, все это сразу станет трясиной, и опять приехали, что называется. Люди там не идут, они прекрасно знают, в какие погодные условия, когда и как, что ожидать, и когда и как можно. Почему я это связывал с Ираном? Потому что вторая половина мая, после 20 мая, заканчиваются 60-дневные ультиматумы, который Дональд Фредерикович Трамп дал
руководству Ирана, вы это либо соглашаетесь на эту добрую руку, ну, доброй с их точки зрения, с американской, либо получите другую руку с кастетом, причем и со стороны Израиля, и со стороны Индийского океана, со стороны базы Диего Гарсия, где там достаточно много, там под 100 самолетов тоже могут прилететь. И не просто прилететь, но и делом заниматься, что называется. А если Иран все-таки согласится, и тогда ко второй половине мая Дональд Фредерикович Трамп может посотрудничать Кремлю в плане того, что отключит вот это там. Ну, там достаточно просто отключить, вот, чтобы украинская армия ослепла и все остальное ослепло. После чего Россия сама отвоюет административные границы, которые не хотят, и которые сейчас Америка не может признать, потому что они даже военным образом не отвоеваны. И вот эти 4 области административной границы будут отвоеваны, но без Америки. Америка просто отключила, потому что, ну, давайте серьезно. Да, я ерничаю, потому что у меня природа такая, но если серьезно, с точки зрения Дональда Фредериковича Трампа, есть у нас, понимаете ли, 2 Владимира, который Александрович и который Владимирович. По поводу Путина, у него есть, скажем так, массу особенностей, но есть одна важная особенность, которая для Трампа имеет значение, и которая действительно является почти константной величиной. А именно, если он дал слово и он что-то пообещал, он это держит, он это делает. Он пообещал не бить по энергетику. Не бил по энергетику. Ему били по его энергетику, по российской. Били. Он отвечал? Не отвечал. Он первый сделал пасхальное перемирие. Украинская сторона сообщает, что били и по украинской энергетике. И вообще стороны сейчас обвиняют друг друга. И в пасхальном перемирии тоже. Перемирия, которого как бы не было. Количественное сравнение, мягко говоря, сильно в пользу нарушений в сторону банковой. Количественное. Если где-то кто-то считал вот эти объекты, что они энергетические, а там были какие-то военные скопления, это, конечно, вопрос обсуждаемый. Там белых и пушистых без пятнышек нет. Я с вами полностью согласен. Но если просто так взять в сумме по российскую энергетику били более чем 100 раз. Если Россия била, я думаю, что она на порядок меньше, причем по совместительству они обязательно только для того, чтобы нагарить. Потом, если буквально на днях, а знаете, когда это было? Это было в четверг на прошлой неделе, когда Марко Рубио вышел и сказал: слушайте, нам уже надоело, 87 дней мы с вами там цацкаемся, нянчимся, вообще-то как с маленькими этими самыми. Либо на днях вы решаете вопрос, либо мы уходим полностью, и вы вообще-то все. Причем, на мой взгляд, это было отправлено больше к тому Владимиру, который Александрович, а не к тому Владимиру, который Владимирович. Потому что именно тот, который Александрович, он постоянно что-то обещает, и на днях или на несколько часов спустя делает какую-то гадость, мерзость, причем персонально против Трампа, диаметрально противоположного, зато сильно публичного, что на самом деле, мягко говоря, бесплатным, безнаказанным быть не может. Ну, 1 раз, 2 раза, сколько можно. А нельзя больше. Просто нельзя. И раз так, Марко Рубио говорит: мы уходим. А они прекрасно понимают, если они уйдут, что будет. А будет то, что Россия возьмет эти 4 области. И не только эти 4. Они обезопасят вот эти границы Брянской, Курской, Белгородской области. Километров 3-5, если нужно, на 10. Потому что некому противостоять вот этому количественному преимуществу. Потому что количественное преимущество с одной стороны есть, а с другой стороны идет бусификация, идет истерическая такая ТЦКшная вообще-то зверство и свирепство, которое все равно это не компенсирует. Потому что ладно, набрал ты мясо, а вот это мясо, даже если не обученное, ты можешь его одеть, можешь ему дать оружие, можешь связь можешь обеспечить. Вообще-то самое такое, связь, черт возьми. Ладно, мясо, допустим, оно даже количественно там присутствует. Связь между подразделениями есть. Вы знаете, что делать? Вы знаете, кто слева, кто справа, кто сзади? У вас, ваших, вы хотя бы видите, слышите, нет? Или опять мобильными телефонами, что вы на тотальную прослушку так. То есть, они прекрасно понимают, что если они уходят, и этот их уход практически действительно дает им уже право быть медиаторами, то бишь посредниками, потому что если они уходят, они уже не помогают одной стороне. Обычно кому идут стороны для того, чтобы решить их проблемы в качестве посредника? Кому-то, кто должен быть нейтральным и который должен быть равноотдаленным. Какие Америка равноотдаленная, когда с первого дня они поддерживают и обеспечивают, и снабжают, и финансируют, и содержат Украину, и украинские вооруженные, скажем так, подразделения, и они
не могут быть медиаторами с Россией. Для того, чтобы стать медиаторами, им нужно равно удалиться, а для этого нужно как минимум прекратить. На что они уже готовы, на что они уже с удовольствием это делают, потому что популярность Украины, вернее, украинские каузы, вот это киевская, там, Зеленская и так далее, мягко говоря, за последние несколько недель в американском, особенно политикуме, вот этом таком специфическом эстаблишменте, но сказать, что она подмочена и подпортена, это все равно ничего не сказать. Они просто в гневе говорят, за какому черту мы вообще-то тратим деньги, бабки, время и занимаемся этими глупостями, когда напротив просто неадекватный человек, неадекватное руководство с этими неадекватными. Надо как с неадекватными. Надо А это мягкую как? комнату, Вот в смотрите, мягкую комнату, рубашка с длинными этими метафора самыми. понятна. Нет, подождите. Это метафора. Метафора понятна. Это метафора. Мягкие стены, Метафора. там рубашка с длинными рукавами. Но погодите. Нью-Йорк Пост, например, пишет о том, что Трамп пообещал за 3 дня, уже 2, да, то есть сделать какое-то заявление, так понимаю, по итогам Лондона, представить свои пункты, свой мирный план, и так развернуто пишет о том, что, может, европейские войска по договоренности развернут, силы обеспечения устойчивости, мол, какие-то элементы, да, то есть, опять-таки, что показало перемирие на Пасху? Что это все, конечно, хорошо и прекрасно, и люди вздохнули в тылах, это правда. Однако там, сям, тут какая-то засада, Зеленский говорит в Торецке, Россия тоже привела список нарушений. В общем, это должно быть контролируемо. Как контролируют? Нью-Йорк Пост пишет о том, что есть какое-то предложение, что совместная комиссия будут Украина, Россия и некая третья страна, которая не входит в НАТО, будет контролировать по линии разграничения до прекращения огня. И, собственно, все крутится вокруг того, и сейчас наиболее эмоционально обсуждается, что придется пойти на такие шаги, что Америка официально признает Крым российским, а Украина признает де-факто контроль за тем, что захватил Путин, но, в общем, де-юре не признает. То есть сейчас копья ломаются в украинском политическом сегменте вот об это. То есть никогда не признаем, никогда там де-факто может быть, но... То есть как перемирие, хорошо, как его контролировать и что будет с признанием Америки Крымом. Потому что, давайте откровенно, если Америка признает Крым официально российским, это снимает очень много вопросов сразу. То есть, кто победил вообще в войне, что вообще с нами со всеми происходило, начиная с 2014 года. Если Америка это сделает, минимум 32 страны автоматами это сделают. Да, остаются 56 стран, которые, скажем так, британское сообщество Commonwealth, которые будут ждать или будут подчиняться, скажем так, воле вот этой коронованной особи, которая на правом берегу славной реки Темзы, в Виндзорском замке, или Букингамском дворце, наверное. А вот 32 страны, причем далеко не последние, с удовольствием сразу они это тоже будут признавать. Понимаете, есть такие 3 понятия, которые, наверное, слабо известны нашей аудитории, но которые имеют большое значение. Развал Советского Союза, еще раз напоминаю, был абсолютно незаконным с любой юридической и не только моральной точки зрения. Однако, есть по-английски такое понятие by acceptance. То есть, это не de jure и не de facto, а by acceptance. By acceptance означает, people хавает, народ это принял, народ этому не воспротивился, и мы понимаем, что это юридически никак. Но мы живем уже в этой квази-юридической реальности, как будто этот союз действительно распался, и если у них есть какие-то органы власти, с которыми мы можем иметь дело, и мы имеем какие-то дела, мы это делаем, я с точки зрения коллективных тогда все еще англосаксов я имею в виду, и мы имеем дела, хотя мы имеем, скажем так, на уму, что там вообще-то заковыка такая, которая может когда-то возбудиться, и мы к этому все равно должны быть готовы, и сильно заседать, и сильно воспринимать это всерьез не стоит. То есть, это для них эпизод, который может длиться очень долго, но это by acceptance, пока народ, грубо говоря, не очухался, и не понял, что у них украли государство. Союз нерушимых республик свободных, сплотила навеки Великая Русь, сплотила, а кто разрушил-то?
То есть это by acceptance. Абсолютно то же самое по поводу, скажем так, всех процессов, которые произошли в Восточной Европе. И с Варшавским договором, и с Советом экономической взаимопомощи, и с прихватизацией, которые тоже by acceptance, законной прихватизации территории Восточной Европы, где была общенародная государственная собственность на средствами производства, в том числе и на трудово-кооперативные земледельческие хозяйства, то бишь колхозы, как они назывались по-русски. Как эти прихватизаторы взялись, когда у них зарплаты у всех были примерно от 100 до 300 до 500 рубль, выражаясь рублями, там социалистическими, я имею в виду, не нынешние, или лево у нас, как Болгария. Откуда у них взялись вот эти миллионы для того, чтобы эти предприятия получать? Что за черт вообще-то? Что за ужас? Более того, они сделали после того, как несколько раз тоже незаконно сделали денежные реформы, которые обнулили, уничтожили все сбережения всех граждан для того, чтобы они не были участниками в этой массовой прихватизации. То есть все прекрасно понимают, что это незаконно. Все юристы, они прекрасно это понимают. Все международные юристы, международные правники это прекрасно. Пока есть by acceptance, то бишь по принятию, то есть они это приняли пока что, но это именно пока что. Можем сильно не дергаться, можем играть в какую-то иллюзию, что в этом политическом театре у нас есть какой-то эпизод или окно возможностей, которые они ими пользуются, конечно, а как же иначе. Но если возникнет вопрос юридический, кто кого что-то где-то как-то юридически признал. Косово тоже абсолютно незаконно отделилось от тела Сербии, от 2007 год. Более того, там даже референдума не было. Там было простое решение какого-то косовского парламента, который признали далеко не все, даже европейские страны признали Косово. То есть, как создали первый прецедент после Второй мировой войны с отделением Косово от Сербии, даже не говорю от Югославии. Распад Югославии, кстати, тоже незаконен, потому что произошел в условии внешней интервенции, внешней военной интервенции и внешних, скажем так, военных переворотов, внутри которых происходили. То есть, они потренировали в масштабах на кошках на маленькой Югославии то, что нужно было раздербанивать с частями Советского Союза. Масштаб-то другой, нельзя же как-то, надо как-то потренироваться сначала. Они это сделали. Хотя они прекрасно понимают, они люди действительно очень сильно залегислированные, что пока у них нету на то действительных, настоящих и международных, и физических, и фактических, юридических оснований, у них это висит не то, что на волоске, а висит недостаточно убедительно. И когда-то кто-то придет и будет спрашивать. Причем может прийти с оружием в руках, как на самом деле оно и грядет. Потому что вполне вероятно, вот этот военный конфликт разрешится совершенно другим образом. Не сейчас, но я думаю, что если будет достаточно такая, скажем так, информационно насыщенная, скажем так, материя, это называется символ веры. По-гречески это звучит как ноосфера. И по теории концепции общественной безопасности называется эгрегор. Это тогда, когда какая-то идея так сильно уплотняется, увеличивается по объему, что она уже приобретает физические измерения, приводит к физическим измерениям. Как народ с обеих сторон фронта поймет в достаточном количестве, например, то просто выключить телевизор с обеих сторон фронта, потому что российская пропаганда, украинская пропаганда, они друг друга стоят, и лучше убрать и то, и другое, для того, чтобы мозгами своими, собственно, думать. Если народ это выключит, понятное дело, это пока что не научная фантастика, но если народ поймет, что у нас единое государство, что это не вопрос каких-то областей, это не вопрос каких-то территорий, все мы строили Днепрогэс, все мы строили Донбасс, все мы строили Байкало-Амурскую магистраль, это была наша общая родина. За Уралом более 40% населения – это выходцы из территории Украины, причем не ссыльные, а те, которые времен Советского Союза шли туда, чтобы строить вот это общее, единое, супер государство мира, по которому тянулись все страны мира. Половину стран мира. Смотрите, хотели... как это технически? То есть, смотрите, эгрегор, понятная идея. Хорошо, народ такой подумал и с одной, и с другой стороны. Хотя есть вопросы, потому что и с одной, и с другой стороны много крови, много гробов, много разрушений. Бесспорно. Гипотетически представим. Хорошо. Так этот народ представляет в Лондоне Ермак, Сибига и Умеров. Понимаете? То есть, этот народ сейчас возглавляет Зеленский. Я имею в виду украинский. России там не будет на этих переговорах, поэтому там Кирилл Дмитриев и пишет про тыкву. То есть, я почему привожу эти, казалось бы, банальности? Потому что ни от одного народа, ни от другого народа
нет представительства на вот этих уровнях договоренностей. Еще раз, никто не представляет народ на контактах о прекращении огня. Зеленский выходит и, там, переобуваясь в воздухе, совсем недавно говорил, что там, нельзя останавливать войну, потому что там Россия перегруппируется и станет сильнее. Сейчас другая повестка. Мы должны там 30 дней или сколько-то там дней. Понятно зачем. Для того, чтобы перебрать силы и опять дальше броситься в бой. Судя по всему, это так. Такой план у Лондона и у Британии. Но эти идеи, о которых вы говорите, которые, там, допустим, возьмут и приведут к тому, что штык будет воткнут в землю. Допустим, даже если они созрели. Им на эти идеи плевать. Причем, что с одной, что с другой стороны. Причем я не совсем уверен, что с другой стороны, с российской стороны, эта идея может, созреть, потому что там вообще другая обстановка. То есть, там продвижение вперед, там, все понимают, да, все видят вот эти там танки с крестами, все видят... там много есть каких-то моментов, которые, наоборот, россиянам не дадут созреть вот этой идеи там, миролюбивости. А дело не в миролюбивости, понимаете? Я вам два такие очень короткие примера дам. Когда вы нажимаете мячик в бассейне, пока вы его нажимаете, он может быть под водой. Как вы отпустите эту руку, он выпрыгивает не на поверхность, а даже в первый момент выпрыгивает над поверхностью водой. Кто-то нажимает сознание и представление, формирует сознание людей и с той, и с другой стороны фронта. Пока что внешние факторы это делают и держите это сознание этого мячика под водой. Здесь работает правило Геббельса. То бишь, скажи 1000 раз одну ложь, и она становится правдой. Однако есть и обратное. Скажи, покажи, расскажи, докажи на понятном языке одну правду, и она убивает 1000 лжей, и этого человека больше обмануть нельзя. То есть достаточно, чтобы правда была в 100 раз меньше количественно, чем ложь, для того, чтобы вот этот маленький луч света пробил вот этот мрак, и на самом деле стало светлее. Почему? Потому что этот момент, который сейчас выглядит совершенно не научно-фантастическим, с чем я совершенно с вами согласен, возможен только потому, что все еще внешние силы и влияние над мозгами людей, то есть разруха сначала начинается всегда в головах, и медийную, информационную, вернее, дезинформационную, токсическую повестку, которую формировали за эти 30 лет, она продолжает все-таки излучать и работать. Где этот центр, источник этой, скажем так, злой власти, которая одурманивает людей? Александр, я надеюсь, что наши и ваши зрители смотрели «Властелин колец». Часть 2, 2 башни. Там было королевство Рохана. Там был старый король Теоден, который выглядел как какое-то увянувшее растение. Почему? Потому что гриму змеиный язык отравлял его своей ложью, и именно из-за этого этот король и боец стал увянувшим растением, который не мог понимать мир около себя. Из-за друга кольца пришли. Сначала он их встретил агрессивно, потому что он не понимал, что они пришли его спасать. Он был готов чуть ли не на них ополчиться. Пошла небольшая схватка, выгнали этого злого духа и выгнали гриму змеиного языка, и в рамках 3-4 секунд на этих кадрах мы увидели действительно чудесное преображение, которое полностью подходит к нашему обсуждаемому случаю. А именно, король очистился, лицо его прояснилось, он встал, выпрямился, рука его крепко взяла меч, он поднялся на свою лошадь, повел свой народ, конный народ, и они победили. Победили только потому, что это стало возможно из-за одного обязательного предварительного условия. Выгнать ложь, гриму змеиный язык, вот эту дезинформационную токсическую повестку, и тогда с мозгами все естественным образом встанет на место. Я почему считал, что это возможно, хотя не знаю когда. Это может быть скоро в рамках меньше пару лет, это может быть и через 20 лет. Почему? Потому что сейчас происходит 4-я мировая война. Она физическая, она мультифокальная, многоочаговая, диссеминированная. Почему 4-я? Потому что 3-я была холодная война, которую мы проиграли путем внутреннего предательства. И вот эта война, которая сейчас происходит, это чисто русская, внутренняя, гражданская, братоубийственная, но внешне управляемая война. Когда это внешнее управление, которое сейчас нажимает мячик в бассейне, может исчезнуть либо ослабнуть. Как они начнут драться и резаться друг с другом,
как Америка захочет отбирать Гренландию у Дании, Канаду у Великой Британии, Мексика приобщать и так далее, как вот эта глобальная заварушка из-за исчерпанности финансовой и экономической модели, которая является объективным обстоятельством, которое они изменить не могут, как вот этот естественный накал между ними произойдет, они не будут в состоянии фокусироваться на поддержку даже, не то что на усиление вот этой токсической дезинформационной среды. Они уже это сделали. Они уже отрезали USAID, которые формировали под 99% так называемой украинской журналистики. Журналисты болгарские, журналисты украинские, журналисты российские, НКОшные, все они формировали определенную повестку только за внешние гранды. После 27 сентября Дональд Фредерикович Трамп собирается распустить полностью вот эту организацию, прекратить полностью ее содержание. Они сейчас пытаются с ними судиться. Судили даже 2 миллиарда, что немало. Но, тем не менее, если вот эта рука, вот этот гриму змеиный язык убрать, вот этот король Теоден, многострадальный, коллективный, украино-русский, русско-украинский, как хотите назовите, неважно уже, южно-русский, без разницы, народ прозреет, что делить-то на самом деле нечего, потому что все принадлежит всем нам. Что у нас есть большая родина, что все мы в космос летели, все мы все это строили, все мы женились, все мы ехали и делали, что хотели, и даже люди на нас вообще-то ориентировались. Все народы мира на нас ориентировались. Как мы это поймем, то тогда можно посыпать голову пеплом, помянем всех погибших, впишем кровавыми золотыми буквами все эти черные многострадальные страницы этих 3 лет, для того, чтобы это никогда больше не позволили никаким внешним таким гриму-змеиным языкам раскол и вообще разлом и многострадание и интригу между нами больше разводить. Причем речь идет не только о частях белорусского, русского и украинского, скажем так, Малороссии, Великороссии, Белорус. Речь идет о большом народе, который разделен только политически. Я имею в виду Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Македония, Сербия, Хорватия, Словения, Босна, кого-то пропустил, наверное, большая часть Молдовы, естественно, Украина, естественно, Россия, естественно, Беларусь, естественно, большая часть из тех смежных государств, которые, возможно, я кого-то подзабыл. Нас сейчас 300 миллионов. Если мы даже в федеративное государство соберемся, у нас будет выход на несколько океанов, на пару-тройку десятких морей, в том числе и на самое стратегическое торговое море, Средиземное море. У нас будет рыночная самодостаточность, технологическая самодостаточность, производственная, военная самодостаточность. И за 50 лет мы будем миллиард, и тогда нам никто не страшен. И именно для того, чтобы эти ртутные капельки части единого народа не собрались естественным образом, нам делают dividere et impera, разделяй и властвуй. И по возможности это разделение, что было рвами наполнены нашей же общей братской кровью. Чем больше братской крови, тем труднее этим ртутным капелькам потом собраться. Слушайте, если кто-то думает, что это никогда не может произойти, я вам дам простые 3 примера. Когда Джузеппе Гарибальди объединял Италию, вы думаете, он делал это добрым словом, либо оружием, насилием? Сделал. И Италия уже вообще-то не маленькая. Когда вот этот Отто фон Бисмарк, железный канцлер, объединял Германию, он это не делал огнем и мечом, даже так именно записано в истории. Вырезал кого надо, четвертовал кого надо. Когда Сёгунат Токугава объединял Японию в рамках 200 с чем-то лет, Сёнгоку Дзедай, то бишь время войны, как это, добрым словом или войной? Япония сейчас единая и даже хочет и другие территории. Китай, когда объединялся, вырезали при необходимости целые провинции для того, чтобы и Китай, и Хань, народность Хань, смогла объединить то, что мы сегодня видим в качестве Китая. То есть, понятное дело, что если один раз мы пропустили, то есть допустили возможность, чтобы нас раздербанили без боя, то потом кровь для того, чтобы все это собрать, все равно неизбежно. И это уже более суровое кармическое божье, скажем так, наказание за грехи наши, за то, что мы это допустили. Потому что в этой Третьей мировой войне мы на военном поприще не проигрывали войны, мы на экономическом поприще били их до конца 70-х годов. У нас было верховенство, хотя многие сейчас об этом даже подумать и представить себе не могут, но это уже вопрос экономических анализов. На любом другом, хотите, идеологическом поприще, нас было не взять. Нас взяли вот этой внешней силовой оболочкой, которая должна была нас защищать, как клеточная мембрана под названием общего КГБ, которая нас предала, которая потом инфильтрировалась. ТАСС уполномочен заявить, посмотрите внимательно и посмотрите, как их взяли.
Что говорил американский там ЦРУшник? Ну, как меня уволят, у меня вилла в Майами, у меня яхта, у меня вот достойная, хорошая, вкусная жизнь. А тебе что? Советский противник, товарищ или недотоварищ, или господин? А у меня вилла в Ясенево. Не вилла, квартира в Ясенево. Кто был в Москве, знает, что такое Ясенево, вот эти большие многоквартирные дома, и все. Вот эти КГБшники, которым захотели, как свои противники. Оттуда все и началось. То есть от этих людей достаточно плохого профессионального пошиба, которые потом стали вот этими рупорами. Что вот этот Резун, что вот это там, разные там есть. Очень многие. Швеция и прочие. Они предали Советский Союз. Сейчас они там, Козырев в том числе, который в Майами. И соответственно, и что? Если предатели стали людьми, на которые все остальные ориентируются, а народ... Ну, слушайте, главный момент был в том, что действительно народ проспал. Я чуть не сказал просрал, но я не сказал просрал, я сказал проспал, да? Когда они собрались, и кто возбудился против вот этих безобразий, которые творил уже вот этот британский агент под названием Михаил Сергеевич Горбачев. Пусть земля будет ему стекловатой, никак не пухом. Возбудились и попросили его отставку ни русские, ни мужики, ни генералы, ни украинцы, ни белорусы. Возбудилась только одна женщина, чеченка Сажи Умалатова. Одна единственная запросила его отставку за то, что он рушит союз нерушимой Республики Свободной и создает все предпосылки для того, чтобы этого союза не было. Он разрушался вот этими внешними инфильтратами, которые как раковая опухоль стали, грубо говоря, разъедать кислотным образом все связи, которые существовали. Интеграционные, идеологические, семейные, исторические, любые. Сейчас для того, чтобы все это собрать, нужно платить. И цена достаточно суровая. Грязную кровь нужно выпустить. Гной нужно выпустить. Иначе организм не выздоровеет. Простите за натурализм и за не очень такой геополитический и другой, скажем так, слоган. Но я уверен, что 99.7% из вашей аудитории прекрасно понимает, без лишних уточнений, что я имею в виду. Я даже уверен, что более 90% из них не просто со мной согласны, но готовы спросить, когда мы приступаем. Я сейчас, конечно, не буду попом-гапоном, чтобы вот такими инструкциями разбрасываться. Ну, примерно вот это направление, это единственное спасительное для нас. Почему? Потому что, когда меня спрашивают, а ты хорошо это рассказываешь, скажи мне, что делать, выход где? Ребята, выход всегда есть там, где есть вход. Как мы вошли в эту говняную ситуацию? Путем Беловежской пущи. Как мы признаем вот этих негодяев национальными предателями, преступниками, и это действие незаконным, там есть вход. Все остальное автоматом, юридически и функциональным образом будет решаться. И поверьте, почти никто из этих внешних англосаксов не пикнет, если главная прокуратура Украины, Белоруссии, России и другие союзные государства, это не государство, это незаконные отломки Советского Союза, возбудят уголовное дело против вот этих совершителей и выступят с вердиктом, что это было незаконно. Мы собираемся обратно. Да, у нас генсеки вот такие, и потихоньку все соберутся, потому что, понимаете, Узбекистан, там хлопок, там Амударя и Сырдаря, они высохли. Этот хлопок, который они собирали, где были ткацкие фабрики? В Поволжье. Поволжье сейчас где? В России. А что с этими ткацкими фабриками делать, когда у них хлопка нет? Так по поводу энергетики, так по поводу сырья, так по поводу аммиакопровода, так по поводу нефтепроводов, так по поводу газопроводов и всего остального. Вы правы в том плане, что даже сегодня у нас один из народных депутатов, который там за коммунальное хозяйство отвечает, да, за энергетику, открыл такой секрет Полишинеля, что Украина покупает газ. Ну, там большие проблемы сейчас с газом по хранилищам. Он стоит очень дорого, а его дефицит нужно закупать, потому что следующий отопительный сезон будет еще больше проблем. Тем более сейчас на рынке и курс штормит, и понятно, там, ну, это отдельная тема по пошлинам. Это все как-то так влияет. Золото растет, там из фондовой биржи все перетекают в последнее время, да, все перебросили последние пару дней в цифру, то есть биткоин, в разные криптовалюты. То есть сейчас процессы такие тяжелые. И вот он говорит, ну, секрет Полишинеля. Украина покупает российский газ, который идет в Европу через турецкий поток.
Вдуматься, Удивительно. российский Удивительно. газ, который через Европу, потому что он там смешивается, это как бы единый рынок, но большинство там оттуда. То есть, и поэтому получается, что мы российский газ покупаем. И сколько, вот просто поколений дурачили, морочили голову и вешали лапшу на уши, что мы там геть від Москвы, давайте подальше, все, никакого российского газа, вонючий российский газ, а тут тебе вот такое откровение. Тут с вами можно согласиться. Я хочу, чтобы мы вот еще одну историю обсудили, она очень важна. Трамп объявил о том, что он едет в субботу, это официально, в субботу Папу Римского будут хоронить, Франциска, там целая процедура, ее там очень так вот, как это, сладостно описывают разные комментаторы, что там серебряным молоточком по лбу, кусачиками, щипчиками ломают перстень. Как это все происходит. В общем, уже публикуют в гробу папу Ватикан. До 20 мая выберут нового. Но принципиально интересен другой момент. Трамп отправляется на похороны, и Зеленский отправляется на похороны. О чудо! То есть, все прекрасно понимают, что это будет суббота, то есть, какая-то среда, потом все ждут заявления Трампа, которое он проанонсировал, и дальше вот эта встреча. Если провести вот эту линию, как на карте Fly-Radar, самолета, да, перемещение из точки А в точку Б, то выходит очень интересная конструкция. Почему вдруг Зеленский срывается на похороны Папы Римского? Потому что, если так разобраться... Нет, у нас есть, конечно, там кардинал Николай Бычок, который даже там имеет теоретические шансы стать... Быть преферити. Следующим папой. Быть преферити, да. То есть Преферити называется. Следующим папой. Но этот Бычок, это понятное дело. То есть, там Паралина или Дзуппи сватают там уже ставки, букмекеры, там кто будет, кто нет. Но эта встреча вот очень интересна после Лондона и неких заявлений Трампа. Как вы видите вот эту расстановку событий и перемещений? Слушайте, если я увидел бы Зеленского, сказал бы ему, Рабинович, вы либо трусы наденьте, либо крестик смените. Вы, в конце концов, православный, иудей, внезапно стали католиком, или, может быть, даже протестант или атеист. Вы вообще-то кто? Либо трусы наденьте, либо крестик снимите, определитесь, черт возьми. Там похороны католического вот этого первосвященника. Вы там каким боком? Это не сходняк Г7, Г20 или там Билдербергский клуб, или там вот эти там, как это самое, Рамштайны какие-то, господи, там и прочее черта, что. Вы как Трамп католик. Венс католик. Поэтому Венс был к Папе Римскому за день или, может быть, за несколько часов до его официальной объявленной смерти. Поэтому здесь объяснение более чем. Ты там чего собираешься? На базе вот этого большого, скажем так, ритуала для 1,5 миллиарда католиков выпросить все еще какие-то, не знаю что, гарантии личной безопасности, что ли? Его поступок, мало того, что он нелогичен, по-моему, он и недостоин. Это не первый, конечно, недостойный поступок, который вот так намечается, но он в какой-то степени даже безумный, умопомраченный. Что ты там собираешься получить? Очень интересно. Даже, честно говоря, не интересно. То, что они там собираются, то, что ритуал, конклав. Кстати, знаете, я порекомендую и вам, и вашим зрителям посмотреть классный фильм, с которым были очень много, скажем так, схожества с тем, что произошло. «Конклав» называется. Ральф Файнс в главной роли. Он, хотя это не сериал, это фильм, но он очень плотный и очень часто, и очень много в чем показывает и рассказывает вот эти внутренние интересные интимности, вплоть до того, что один из этих вероятных кандидатов на папу будет черный человек, который сейчас является главным, скажем так, католическим первосвященником Демократической Республики Конго. У него репутация достаточно большая, высокая. И примерно такой же черный человек был именно и в этом фильме. То есть «Конклав» фильм. Это примерно как карточный домик, когда мы хотим понять или увидеть закодированные, зашифрованные, порой практически почти обнаженные фигуры американского политикума последних 15-20 лет. Примерно такого же. Поэтому то, что католический мир должен действительно определиться, и сейчас он будет прощаться с этим турболиберальным папа, и, наверное, они сделают, скорее всего, какой-то поворот в сторону
здравого консерватизма, который действительно нуждается. Это маховик, это дело такое. Надо вернуться к какой-то более равновесной точке обязательно. После этого, противоестественного даже для католической веры турболиберализма, который раскручивался вот этим Берголио, Хорхе Мария Берголио. Зеленский что там будет делать, я отказывался это комментировать. Потому что, что бы он ни сделал, все равно выйдет то, чем до сих пор всегда выходило. А именно, у нас в Болгарии есть такое выражение «орел с рисом». Не курица с рисом, а орел с рисом. Стряпня несъедобная, стряпня глупая, стряпня нелогичная. Идешь где-то договариваться, выходит скандал. И идешь опять договариваться, выходит еще более вонючий скандал. Что ему там делать? Какие у него были успехи для того, чтобы надеяться на что-то другое? Человек уже показал, что лучшее, что у него было, это был фигурантом Васи Голобородько в сериале «Слуга народа». И сейчас он каким-то образом, не знаю, каким-то фатальным образом пытается притворить все эти кадры, в том числе и как он угодил в тюрьму, как он кричал на пустой площади и как все остальное. Этому так сильно надо. Так это же не сериал. Это человеческие жизни. Тысячи погибают. Миллионы, вообще-то, беженцы, калеки, несколько миллионов тоже. Да это не сериал. Если он не может понять уровень своей ответственности, он, очевидно, не может. И он, очевидно, не хочет. Потому что для него очевидно, есть только две формы безопасности, гарантии безопасности. Первое, если американская армия придет и будет сражаться в полном боесоставе, что, конечно, никогда не будет. Никогда. Ни при том, ни при прошлом, ни при следующем американском президенте. И второе, чтобы его оставили в качестве президента на предстоящие выборы, либо выборов не было. Других форм безопасности для его лично нет. Потому что после этого трибунал. Трибунал, причем есть тоже юридические основания более чем. И поэтому, наверное, он там у кого-то, не знаю у кого, будет просить какие-то такие формы какой-то личной безопасности. Но еще раз, он действительно безинтересен, потому что на фоне его кульбитов политических, персональных и артистических понимать, что здесь судьба тысячи людей, которые погибают и гниют, и даже трупы невозможно забрать вовремя, чтобы человечески их помянуть и похоронить родственникам. Это так безинтересно, что я спокойно это обсуждать не могу, Александр. А то, что там действительно, на этом конклаве придут многие люди и будут произведены неофициальные, но вполне вероятно важные разговоры по поводу предстоящих событий до конца этого года. И они обязательно ознакомятся со списком преферити, то бишь из этих примерно 12-15 потенциальных, те последние финалисты из 5, которые, наверное, будут на конклаве уже обсуждать, это тема, которая немаловажная, не просто потому, что там 1,5 миллиарда населения мира, а потому, что Ватикан – это черная аристократия европейская, которая была прижата вот этими либералами, была прижата этими глобалистами, и которая вполне вероятно захочет восстановить свои позиции, либо сохранить те позиции, которые все еще есть, потому что Европа деиндустриализируется мощнейшими, быстрейшими шагами, соответственно, социальные проблемы уйма, демографические проблемы уйма, физические европейцы погибают, стареют, не годятся, замещают их черно-коричневыми, любыми другими. То есть там массу реальных проблем, которые просто деньгами, просто аристократическим происхождением и шикарным замком ты не спрячешься, ты не решишь. Там нужны уже масштабные, серьезные, ответственные политические решения, потому что до сих пор десятилетиями пользовались только безответственными политическими, в том числе и нерешениями, то бишь, скажем так, бездействиями. Вот здесь массу вопросов после этого папы. И если придет какой-то папа из этих там консервативных, неважно какого цвета кожи, но более-менее, скажем так, на стороне естественного, именно естественного, и будет разворачивать вот этот корабль количеством 1,5 миллиарда человек, понимаете, на сегодняшний день единственная настоящая католическая страна Европы, которая остается, скажем так, каким-то оплотом действительно консервативного, здорового, разумного, ответственного, исторического, традиционного католицизма, это не Италия, это не Франция, это не Испания, это не Швейцария, это не Германия, это Польша. Это Польша, Восточная Европа. Опять восточные европейцы должны спасать всех.
во всех смыслах. Не просто в качестве там, военной силы, не просто в качестве идейной, религиозной, в любых смыслах Восточной Германии, альтернатива для Германии, там нету мечетей. Вся остальная Германия, количество мечетей больше на душу населения, чем в Турции, больше, чем в Иордании, больше, чем в Сирии. А это безумие. Это невозможно. То есть так больше дальше нельзя. С этими либералами это диета несовместимая с разумной и с любой формой жизни. Они нас уничтожат, они нас ликвидируют как население. Они нас заместят как население. Потому что количественные изменения всегда перерастают в качественных изменениях тоже. Невозможно, пока их мало. Они экзотические, они хорошенькие, они добренькие, они такие трудолюбивые, разговор. Как у них количество начинает обрастать, претензии начинают появляться, а после претензий идет агрессия, после агрессии идет война. Каждый день, каждая неделя, что поножовщина, что атака против храма, что убийство, что изнасилование, что любого другого. Нельзя об этом даже говорить постоянно, вот так. Я не знаю, наверное, на территории Украины профессор Андрей Ильич Фурсов человек чисто политически может быть непопулярный, хотя все думающие люди, я думаю, что свободны от этих лишних ограничений. А в одной из его... на прошлый месяц, наверное, выступлении он сказал такую вещь, которую я только подозревал. Удивительно. Был он в Англии. Кстати, он и лекции читает и в Австрии, и в Англии, и в других местах. Это не суть. Был в доме какого-то большого английского аристократа, то бишь лорда. И спрашивает у хозяина, там надо уже после ужина, а вы что будете пить? Выбор, алкоголь. Мне нельзя, харам. Какой харам? Ты английский лорд. Белый, розовый, такой веснушный. Какой харам, Господи? Это ты же не пакистанец. А у нас, говорит этот лорд, последние несколько лет очень широко распространена, понимаете ли, принятие ислама у нашей аристократии. Они принимают ислам для того, чтобы интегрироваться в этих же странах, которые, понимаете ли, там большое количество недр и ценностей в мире, которые, естественно, на этом острове нет. Там даже древесины нет вообще, потому что они вырезали ее, пока строили флоты, когда-то пару-тройку веков назад. И они, британская аристократия лордов, то бишь те главные, принимают ислам. Они, естественно, принимают его в политических целях. Но они уже исламизируются. Я не понимаю, когда там памятник Ричарда Львиного Сердца, который там воевал, там около него уже такое творится. Если он мог бы восстал бы как горец, как шотландский боец, и стал бы вообще-то их головы так рубить, как он неверным там около Иерусалима, наверное, не делал. Но это уже другой, действительно интересный, долгий разговор. К сожалению, у нас время уже подходит немножко. Вот так. Да, Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо вам огромное. Всех благ всем. Выключите телевизоры, включите мозги, и все вам приложится. Братья и сестры, продолжение еще раз следует. Будьте с нами, не забывайте поддерживать. Да, друзья, самая лучшая поддержка – это, конечно, ваш лайк и слова в комментариях. Я думаю, что все перепоны и все палки в колеса мы проедем, и они отскочат в разные стороны. Поэтому еще раз большое спасибо за то, что лайкнули это видео. Если можете сделать репост, сделайте. Время сейчас такое, что к репостам шибко не призываю. А комментарии ваши прочту. Добра и света в каждый дом. Увидимся.